Мы находимся в прекрасном польском городе Рос. По пьянице поинтереснее, В больше Ловиче всего. интересно. В Ловиче, да, интереснее фрезерский салон. Звоним Доню и Моня. Нас это рассмешило. Поймали кайф какого-то путешествия. Вот что-то новое увидеть. Есть какая-то панорама истории Кутна, бесплатный вход. Тут делают Принглс? Так это не город Рос, это город чипсов. Я никогда не видела реально, как играют в бейсбол. Даже так интересно посмотреть. Они стоят на Отбиватель ни месте разу не просто. отбил. О! Мы находимся в городе Лемчица. Лемчица. Можно запарковаться прямо на рынке центральном. Целый замок. Королевский. Королевский замок. Посмотрите, какая стена. Атмосферненько очень. Всем привет! А мы находимся в прекрасном польском городе Рос. Мы находимся на рынке Кутна. Так. И получается, что они славятся своими розами. Вообще красота. Мы, кстати, сейчас видели такую вытечку. Ну, тут бабульки всякие приезжают. Ну, видно, что это прямо организованная такая-то группа. И они все идут с розами, купили. Я так понимаю, что это как один из самых главных сувениров. Да. Тут ярмарка какая-то Да. еще проходит. Мы вовремя. Приехали. Красота. Мы находимся в самом-самом сердце этого города. Очень красиво. Ужонт. Это небольшой город с населением чуть более 40 тысяч. И по местной легенде, которая считается неправдивой, его основал граф Петр из свиты святого Войтеха, который был родом из чешского города Кутна-Гора, и в честь своего родного города он и назвал Кутна. Кстати, мы были в этом чешском городе, он очень уютный, классный, интересный, всем советуем. И тут прям возле рынка такой вот интересный музей региональный. Ну, интересный не то, что он музей, а само здание. Оно как мини-фахверк какой-то, и при этом мне понравилась крыша, как волной такой идет, и орел сверху. Саксонский дворец является главным историческим символом Кутна и представляет собой уникальный путевой дворец короля Августа III. В 2025 году это здание получило престижное звание одного из чудес Польши по версии National Geographic. И пришли мы посмотреть еще одну достопримечательность этого города. Их не так много, но мы приехали на экскурсию, и надо захватить все самые интересные места этого городка. Посмотрите, это какая-то вилла, какой-то дворец. Маловат, конечно, для дворца, но зато какой красивый, роскошный балкон с этими колоннами. Просто, например, в Побьянице нам понравилось, наверное, чуток больше. Ну, не чуток. По пьянице поинтереснее, В больше Ловиче всего. интересно. В Ловиче, да, интереснее. Ну, мы для этого сюда приехали, чтобы сравнить и посмотреть. Мы тут зашли на другую сторону этой виллы. Ну, посмотреть, что тут еще происходит. Интересно, что тут есть как бы спа-салон Ну вот в и с подвале. названием Доня Моня. Не, это уже фрезерский. Это фрезерский? Доня Это Моня. фрезерский салон с названием Доня и Моня. Нас это рассмешило. Что такое придумать? Тут что-то было Прислуга тоже. или Да. склад какой-то был Да, когда-то. прислуга жила тут, наверное. И тут напротив вот такой дворик живёвый. Да. Ну, интересный, реально такой необычный, как деревянный, но как будто плитки сделаны. Это похоже, наверное, как в Згеже, такие Ну, не домики. совсем. Не, ну он интересный. И это как бы исторический памятник. Ну да. И вот что мы еще раз обратили внимание, что получается это как логотип, герб. Ну, не герб, а логотип, наверное, Кутна, это вот роза. Очень классная входная зона. Вот эти колонны. Посмотри, какая вырезка по дереву. Очень красиво. Знаете, я люблю путешествовать. Тут мы просто выехали Даже час вот маленький езды. город. И просто так офигенски. Получается, мы выехали, час езды мы сюда ехали. Да. И такой какой-то поймали кайф какого-то путешествия. Вот что-то новое увидеть, что-то посмотреть. Реально ничего сложного. Сел в машину, приехал. Да на поезде можно Да, банально даже можно приехать. на поезде. Ну, мы ездили раньше на поезде. Просто сейчас у нас Нет, машина. автобус. Ну, неважно, на поезде, на автобусе. На автобусе ты, Это наверное, не стоит доедешь. очень дешево приехать Ну. на поезде сюда. И балдежно. Вот так вот что-то посмотреть, увидеть. Головой отдохнуть. Ну и вот одно из самых таких красивых мест в этом Кутно. Мы, скажем прямо, город не самый красивый, но местечки красивучие, вот как этот, например, очень даже есть где погулять. Машин много, запаркованных.
Все приехали сюда сидеть, кайфовать. Нам бы такого парка в Лоде не хватает. Там еще Дом культуры Ну, где-то сбоку. Ну и блин, парк так такой. красиво выглядит вообще. Мы ставим этому месту 8 из 10. Вот конкретно этому месту Это ставим. прикольно, да, О, давай расслабиться ставить можно. оценки. Все, ставим Ну, оценки. такой Это зонтик 8 из прям 10. средневековый какой-то. Посмотрите. Это японский, какой Ну, средневековый. просто мне такая представилась Ну дама да. прогуливающаяся. Блин, классно. Прям, может, она в Японии была? Сразу в Кутно приехал. И возвращаясь к теме роз, стоит сказать, что эти цветы в Кутно начали выращивать еще до Первой мировой войны, а сейчас в городе проходят фестивали, связанные с розами. Например, мы приехали в город во время фестиваля «Пикник среди роз» перед Днем Матери, а также в сентябре здесь проходит ежегодный праздник розы, который насчитывает уже 50 лет. Шли тут еще к костелу посмотреть и увидели, что есть какая-то панорама истории Кутно, бесплатный вход, поэтому мы тут. Ну, Тоже прикольно зашли. сделано. Вообще Вот там классно. вообще от каких-то еще племен с дикими. Мгм. А вон еще вниз И можно. правители всякие дальше. Очень круто сделали. Правда, тут никого нет, кроме нас. Там внизу еще. А, какие-то столы-то на А, и кафе. вот здесь сверху какие-то еще есть исторические справки. Ага. Ну так-то вот А, вот кто интересуется историей состав Польши. населения. Ага. И вот так интересно вот так вот наблюдать за историей, и это уже наше время. Вообще так интересно, молодцы, придумали. Очень мне нравится. Такие молодцы. И вот солидарность, да. И розы. Сами придумали, что город рос. Вот А, оно, пожалуйста. Тут Принглс делают или делали. Тут делают Принглс? Так это не город роз. Это город чипсов. Какие розы? Тут на секундочку даже бейсбол играют. Нет, посмотрите, какие они молодцы. Ну, то, что делает Принглс, я не знала. А вот тот самый дом, где мы снимали с орлом. То есть он реально очень исторический. Возможно, он какого? Да, 1610 Наполеона. года? А, ну да, Он там. А он тут был? Два раза Наполеон. был в Не Кутно. очень похож на Наполеон. Вот Не, это ну это ж такой низенький. он был 2 раза в Кутно. Он был аж да, Наполеон, Бонапарт, офигеть. Я так понимаю, это он, да? Вот Да. это. Нарисовали его таким высоким, но на коне, чтобы не комплексовал. Ну, тут, конечно, розы везде. Ну и как польский город без костела. В самом центре очень красивый костел. Тегу Вовжинца. Вот так. Лаврентия, наверное, если Мгм. переводить. И зашли в Макдональдс поесть мороженого. Макфлури. Мы в Макдональдсе едим мороженое. У Сашульки фисташковое. Такое, с такими штучками рисовый, такой какой-то воздушный рис, типа. А у меня киткат с карамелью. Нет, Лайон. А, лайн с карамелью. Хотя не знаю, почему. Ну, может, отличается. Еще я проложил точку, что меня очень удивило, что в Кутно есть бейсбольные поля, и мы как раз попали во время какого-то матча. И в Польше есть лига бейсбола, Мгм. и вот тут какие-то команды играют. Ну, Даже- играют они, я бы сказал, ниже любительского уровня. Вот Они отбиватель стоят на ни месте разу не просто. отбил. О! О! Ну, стоило нам заснять, как у них игра пошла, хоть какая-то. Ой, боже. Не, ну, уникально. Уникально, Кто это знал, очень что в круто. Польше да. играют в бейсбол? Я Ну, вообще только в телеке видела в Америке, как и в играют. Кутно каком-то, Ну, не в больших городах, а только в таких. Тут не, еще прикольно. второе поле. Там тоже что-то Да. происходит, потому что сидят болельщики. А вон Макдональдс, где мы были. Прям напротив. Ну, и тут такие все. Вообще прикольненько, конечно, мы так Ну да, это такая приехали. окраина. Я никогда не видела реально, как играют в бейсбол. Даже так интересно посмотреть. Ну, интересно, забавно. М. И даже кто-то ходит это смотреть. Блин, ну какие-то зрители-то должны быть у этого все события. А, смотрите, команда вон меняется. Получается, мы еще так удачно попали, что тут идет матч еще вот этой какой-то более профессиональной лиги. Прям чемпионат Польши. Тут и полянка такая солидная, и зрители. Табло. И получается, мы видели логотип этого клуба, что он с 85-го года. То есть уже 40 лет играет в бейсбол в Кутно. Я в шоке. Он тренируется, слушай. Капец, честно, я первый раз на таком, мне так нравится.
Я не туда смотрел. Но он отбил с первой попытки. Тут Прикольно. даже скамейки запасных. Сталь Кутна — многократный чемпион Польши, и можно с уверенностью сказать, что это сильнейший клуб. И даже в этом сезоне он идет с огромным отрывом на первом месте. А сейчас город номер 2. Мы находимся в городе Ленчица. Он более старинный, как Да. будто, более исторический, потому что даже еще там в средние века была земля Ленчицкая, как, типа княжество, Вот так. что-то такое. Она и фигурирует в исторических рассказах более таких. Ага. Тут может какая что-то железная дорога. Блин, дождь идет. Еще один из плюсов таких маленьких городков — это, конечно, можно запарковаться прям на рынке центральном. Что Они мы часто сделали? сделают Да. парковочные места там возле Ужонда. И до всех мест 5 минут. Мы сейчас быстро туда-сюда походим, посмотрим под дождем. Хотя бы близко ко всему. Ленчица — один из старейших городов Центральной Польши, а ее расцвет пришелся на времена Казимира Великого. Главный символ города — кирпичный королевский замок, а местный колорит дополняет легенда о дьяволе Баруте, которая давно стала частью истории этого места. А вот это да, посмотрите. Целый замок. Королевский? Королевский замок. Посмотрите, какая стена. Открыто. Открыто? Вот. Я говорю, пошли зайдем внутрь. Но тут я, честно говоря, даже не ожидала такую красоту. Атмосферно. Атмосферненько очень. Час езды от Лоди. И такая красота, такой замок. Внутрь можно зайти бесплатно, а потом уже касса, наверное, вот туда уже в само здание. Там уже денежку платить надо. Смотрите, какая защитная стена. Попробуй проломи. Попробуй ворвись в такой замок. Красота. Вот это здание, вот тут касса. Рядом с Ленчицей находится Тум, с одной из самых важных романских святынь региона, где в средние века проходили церковные и политические собрания. А совсем недалеко расположен скансен в Квяткувске, где можно увидеть старую польскую деревню, деревянные дома и ветряную мельницу 19 века. И, наверное, одна из последних, если не последняя точка тут из интересных — это кláštor Бернардинов. Мы, в принципе, уже чуть-чуть торопимся домой, поэтому меньше сильно, покажем. да. Хотя нам здесь больше нравится, чем в Кутно. Просто уже время, мы как бы думали, что мы как-то быстрее Плюс справимся. дождь. Плюс дождь, да, чуть-чуть. мы еще пережидали. Сейчас уже солнышко, но до этого был дождь, мы сидели, ждали в машине, пока он закончится. И чупсик там один остался. Но город интересный, вот для посещения вообще классный. Можно на вежу подняться, то есть есть чем заняться.